Фраза, которая выявит нарцисса. Вы можете ее использовать, чтобы, так сказать, спалить нарцисса. Дело в том, что сейчас тема нарциссизма очень широко популярна. Многие люди говорят, вот нарциссы. И я предлагаю здесь всегда разделять в своих видео людей с нарциссическим расстройством личности. Это клиническая какая-то вот ситуация, клиническая патология. И людей, которые обладают нарциссизмом в широком смысле. Людей с нарциссическими чертами, в том числе какими-то ярко выраженными, их, конечно, гораздо больше. Кроме того, нужно понимать, что ты, когда находишься в отношениях с человеком, то ты как бы из-за того, что ты предвзят к нему, уже утрачиваешь возможность как-то его диагностировать. Я уже не говорю о том, что вообще-то диагноз может ставить только врач. Соответственно, получается, что очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, что человек находится в отношениях с другим человеком, у которого он видит очень много проявлений нарциссизма. Как бы вот он использует какие-то данные там из интернета, как правило, откуда же еще. Но при этом утверждать, что он нарцисс, вроде бы как будто бы это не совсем корректно по многим причинам. Но какая разница, если ты находишься в отношениях, в которых тебе плохо рядом с человеком, которого, вот сейчас в обществе называют таких людей нарциссами. Как в этом разобраться? Я предлагаю вам фразу, которая, эти все вопросы как бы снимает. Это фраза, которая позволит вам увидеть, что другой человек ведет себя нарциссично. Неважно, какой он, какая у него там, не знаю, диагноз у него или не диагноз. Главное, что этот человек так себя ведет. У всех из нас так или иначе есть нарциссические черты. И важно, эти нарциссические черты помогают нам жить или они разрушают наши отношения. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я давно работаю с темой отношений. И сегодня мы с вами поговорим о фразе, которую я вам представлю, с помощью которой вы сможете понять, что человек, с которым вы общаетесь, он обладает достаточно ярко, достаточно сильно выраженными нарциссическими чертами, чтобы вы могли задуматься о том, не будет ли эти отношения для вас разрушительны с этим человеком. Если вам интересно в этом разобраться, можете сразу поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Собственно, для чего нам нужна вообще какая-то там фраза, чтобы выявить нарцисса? Есть такой казус, такая штука, достаточно сложная для понимания, что в начале отношений с нарциссом мы испытываем то же самое, что в начале вообще любых отношений. Давайте для простоты возьмем такие конкретные отношения. Есть женщина и есть мужчина с ярко выраженными нарциссическими чертами. Так вот, в начале таких отношений женщина столкнется с тактикой лавбомбинга. То есть нарцисс будет говорить очень много приятных слов, комплиментов, какие-то делать подарки, ухаживать, как-то вести себя максимально так сладко. То есть, по сути, это такая лесть. Основная цель нарцисса здесь сформировать эмоциональную связь, чтобы на дальнейших этапах, на этапе обесценивания, он мог, пользуясь этой эмоциональной связью, как-то вести себя высокомерно, отстраненно, обесценивать, собственно, не знаю, может какая-то агрессия, может быть, в том числе пассивная. Поскольку у женщины уже есть такая здоровая привязанность к такому человеку, она вроде бы начинает как-то тревожиться, показывать свою встревоженность, начинает немножко, как будто бы стараться сблизиться с ним, когда он отходит. И нарцисс здесь чувствует, что я важный, я главный, я здесь, за кем бегаю, тот как бы и главный. Вот это и есть тот нарциссический ресурс, который нарциссу нужен. Но на первой стадии пока мы имеем этот лавбомбинг. То есть он просто очень много уделяет женщине внимания. Что происходит в условно нормальных отношениях? То же самое. Мужчина ухаживает за женщиной, он дарит ей подарки, говорит приятные слова, не знаю, что-то он как-то он также находится, как и женщина, в состоянии такой влюбленности какой-то, в состоянии этой страсти, если у них взаимная симпатия. И здесь получается такая штука, что, собственно, индивидуальная особенность разных мужчин предполагает, что мужчины могут настолько по-разному ухаживать, что очень сложно понять, это лавбомбинг или это просто ухаживание. Например, вы можете столкнуться с каким-то скупым на эмоции нарциссом, который такой лавбомбинг из себя выдавливает, или с каким-то мужчиной, который, в принципе, не имеет каких-то слишком запредельных нарциссических черт, то есть у него все компенсировано, условно говоря, нормальный мужчина. Но при этом он такой артистичный, и он так ухаживает, знаете, экспрессивный. Получается, если обращать внимание на степень этих ухаживаний, на какую-то на их язык, то можно попасть в заблуждение. Это не говорит о том, что это человек нарцисс или не нарцисс. Собственно, что я предлагаю? Какая тут возможна фраза? Если вы говорите фразу в какой-то ситуации, она должна быть такая легкая, провокационная, что по поводу какого-то высказывания нарцисса, я тебя слышу, но я не могу сказать, что я полностью с тобой согласна. Я пока не совсем принимаю то, что ты говоришь, какие-то его вкусы, его видение на то, как должны отношения выстраиваться, по поводу чего угодно. И я подумаю. То есть для отношений со здоровым мужчиной эта фраза вообще-то нормальная. Это переход на стадию дифференциации. То есть после этого конфетно-букетного периода, когда у нас такое слияние, мы сталкиваемся в какой-то момент с тем, что у нас все-таки есть разности. Мы вообще-то не один человек, не знаете, одно сердце, четыре ноги, как там в танго. Мы два разных человека, у которых есть разности. И в нормальных отношениях предполагается, что
Вот работа с договариванием, согласовыванием этих разностей и есть работа над отношениями, над такими здоровыми, стабильными, какими-то долгосрочными отношениями. В случае с нарциссом это вообще не предполагается. Нарцисс в отношении идет не для того, чтобы с кем-то договариваться. Нарциссу важно быть, ну, как бы сверху. Вообще, люди с нарциссическими чертами, это люди, которые, ну так, если в общем говорить, люди, у которых есть такая эмоциональная незрелость парциальная. То есть человек зрелый совершенно, он может быть самодостаточным, занимает какое-то социальное положение высокое, может быть какой-то успешный, там, ну, вот у него там машины, заводы, пароходы, все это, то есть у него все хорошо в жизни, но в отношениях, в близких, то есть у него может быть и из дружеских отношений все хорошо, в семье он как-то нормально себя вот как-то чувствует, но близкие отношения, они потому и близкие, что они очень близкие, это самые сложные отношения, там нужно максимально, так сказать, раздеваться, максимально быть, ну, каким-то вот, ну, искренним. Эти отношения, ну, ему, ну, не годятся, и эти отношения любой нарцисс воспринимает как вот, поскольку это такая эмоциональная незрелость, как конкуренцию. То есть как в детском садике, у кого больше там лопатка, у кого лучше, у кого там папа там, не знаю, сильнее и так далее. То есть, соответственно, нарцисс договариваться, так что были какие-то паритетные отношения, это ему не подходит. Потому что в любых паритетных отношениях нарцисс со своей внутренней такой вот какой-то неуверенностью в себе и недолюбленностью будет чувствовать себя, что, ну, я хуже. Он должен быть абсолютно точно и бесспорно, ну, первой скрипкой в этих отношениях. Соответственно, когда вы ему говорите фразу, что ну, вроде бы да, я слышу, что ты говоришь, но я не согласна, и я, может быть, не подумаю над этим. Он воспринимает это, грубо говоря, как оспаривание его такой вот, ну, не знаю, гегемонии, какого-то вот доминирования. Вы получите реакцию разную от человека с нарциссическими чертами, достаточно они там ярко выражены, и человека, скажем, ну, который такой, ну, условно там здоровый какой-то, стабильный. Так сказать, условно нормальный мужчина скажет что-нибудь, ну, хорошо, подумай. Ну, то есть это хорошо, что вот у нас диалог завязался. Я тебе что-то рассказал, ты не согласна, но ты согласна об этом подумать. И как бы, ну, диалог идет, мы как бы ищем какой-то компромисс, мы договариваемся. Нарцисс в этой ситуации даст реакцию, ту, которую он обычно дает. Это может быть какой-то гнев, раздражение, может быть, в начале, какая-то вот отстраненность, холодность, высокомерие, все там 50 оттенков пассивной агрессии, там обида, я не знаю, какой-то угрюмый станет, или, скажем, если это скрытый нарцисс, он начнет, ну, таким депрессивно быть, жалостным, в общем, как никто меня не понимает, все меня тут, короче, обижают и так далее. То есть вам нужно смотреть, какую реакцию человек дает на фразу, которая является такой взвешенной, сбалансированной. Я тебя слышу, я тебя вроде как понимаю, что ты имеешь в виду, я не могу сейчас это принять. Я сейчас, ну, не готова сказать, что я с этим согласна, но я подумаю об этом. То есть, понимаете, нарцисс здесь слышит такую какую-то неясность и впадает в тревогу. То есть, это как, меня приняли мою позицию или не приняли? Как-то сильно сложно. То есть, вот в этой ситуации он начинает как-то реагировать, чтобы дожать. Может быть, на стадии лаввоминга, когда он такое услышит, он как-то, ну, не знаю, там, тревога приведет к тому, что он начнет еще больше устраивать этот вот лавбомбинг, начнет как-то вас заваливать какими-то подарками, своим вниманием, и вы почувствуете, что как-то вот оно, ну, как-то это неестественно, неискренне. Если этот человек, ну, такой достаточно зрелый, психологически стабильный, то, ну, он это воспримет как, ну, взвешенная позиция. Это позиция, ну, которая является окном для дальнейшего роста. То есть, таким образом, если вы обратите внимание на реакцию другого человека на свою зрелую позицию, вы сможете понять, она является, ну, грубо говоря, зрелой или незрелой. И вот незрелая — это вот как раз-таки туда, в сторону нарциссизма куда-то. Эту фразу не всегда нужно использовать, так сказать, провокативно. Вы иногда можете ее использовать, когда сталкиваетесь с манипуляцией. В любых отношениях есть хотя бы легкие манипуляции. Знаете, бывает это вот непрямое послание. Скажем, там мужчина рассказывает о себе какие-то вот истории, и тут вроде бы как, ну, вот в помещении звучит такая несказанная идея, что он хочет получить, ну, похвалу, признание, восхищение. Или, скажем, чтобы его там пожалели. И вот если вы вместо того, чтобы, ну, угадывать, что он там хочет и это говорить, на это непрямое его послание вот такую фразу скажете, что, ну, я вроде бы тебя слышу, не совсем понимаю, о чем это, я подумаю, то в случае, если это нарцисс, ему очень важно же дожать манипуляцию, и он начнет пытаться дожать ее своим там раздражением, обидой, не знаю, каким-то, может, обесцениванием вас. То есть вы почувствуете, что здесь происходит какая-то, ну, как будто бы битва. Здесь происходит что-то конфронтационное, а не что-то объединяющее. Если это человек, который, ну, скажем, мужчина, просто которому, ну, хочется какой-то ласки, там, внимания, он что-то о себе рассказывает, когда эту фразу вы ему скажете, он, скорее всего, ну, как почувствует, что, ну, видимо, сейчас она меня либо не понимает, либо она сейчас меня не готова слышать, и лучше мы поговорим о чем-то другом. То есть он не будет эту фразу дожимать. Потому что эта фраза из-за своей такой взвешенности, она как будто бы подчеркивает, ну, обе полярности.
и я тебя слышу одновременно, и с другой стороны, я с тобой не согласна. И третье, самое главное, это что, позже я подумаю, и, возможно, мы с тобой как-то сойдемся. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-нибудь находились с людьми с ярко выраженными нарциссическими чертами, или сейчас находитесь, то как вы поняли, что этот человек, у него много нарциссизма? Я понимаю, что я нахожусь в отношениях с нарциссом. Возможно, там тоже была какая-то фраза, или у вас есть какой-то лайфхак. Если вы, например, находитесь в таких отношениях, и у вас есть вопросы к себе, к другому человеку, не знаю, может, вам кажется, что у вас есть эти нарциссические черты, вы хотите в этом разобраться, то, пожалуйста, записывайтесь ко мне на консультацию. Под видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личное сообщение, мы с вами договариваемся. Если вам этот формат видео понравился, поставьте лайк. Я смотрю, сколько лайков под каким видео, и стараюсь такие видео делать подобные им, чтобы вам больше нравилось. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.